Посмотрим, как сегодня у него дела. Спросите, как у тебя дела, мой хороший. Посмотрим на его чувства, мысли к вам, в вашу сторону, на его намерения, может быть, какие-то созрели. А я пока свою колоду поприветствую с вами, во-первых, и рада очень-очень видеть вас на этом раскладе вместе со мной. Благодарю за лайки, благодарю за комментарии, благодарю очень-очень за то, что посылаете денежку этому каналу. Я знаю, что вам, дорогие мои, вернется в разы больше. Я верю, и я вижу, что меня окружает шикарнейшее комьюнити осознанных и растущих людей. Если вы не подписались, то мы заметили, что на этом канале меняются жизни людей в лучшую сторону. И пусть самое лучшее врывается в вашу жизнь вместе с подпиской на этот канал. Вот эту фразу я обожаю говорить. Если кому-то не нравится, ставьте 55 секунд и смотрите с этой секунды. Итак, я желаю, чтобы самое лучшее ворвалось в вашу жизнь. А вы подумали о человеке, загадали его. И посмотрим. Спрашиваем, как у тебя дела, любимый? Как у тебя дела сегодня? Чувствует себя одиноким, чувствует себя никому не нужным, безресурсным. И в голове полно тараканов. Ему плохо, девочки, ему очень плохо. Давайте спросим, почему? Почему тебе плохо? Что влияет на это? Почему тебе плохо так? Почему тебе одиноко? Вы знаете, я такое ощущение, что я смотрю на девушку. У нее какие-то циклические периоды. Но здесь что-то связано с событием, которое постоянно повторяется. Некий цикл. Еще он может говорить о том, что судьба не благоволит ему, что судьба у него тяжкая, тяжкую ношу он несет, и ему очень сложно. Ему очень сложно. Судьба наградила его неким крестом, от которого он хочет отказаться. Вернее, хотел бы, но не может. И даже не имеет права хотеть отказаться. Здесь показан паж. Возможно, это связано что-то с семьей, и он как ребенок наблюдает отца, мать старую. Вот может быть и так проигрываться. Да, девочки? Поэтому, наверное, моя такая шуточка была не очень лаконично так подстроена. Ну хорошо, смотрим дальше. Так, почему? Мы бы хотели разобрать все-таки эту ситуацию, да, немножко вглубь, посмотреть, как всегда, более подробно. Скажи, что именно, что у тебя произошло такое в жизни, происходит, потому что по колесу фортуны это что происходит всегда, это хроническое состояние. Что тебя беспокоит? Что тебя беспокоит? Что тебя беспокоит? Его могут беспокоить дети, его могут беспокоить какое-то новое его начинание, его может беспокоить его ответственность за что-то. Это семейная ответственность может быть, либо у всех проиграется вот по-разному. Но его ответственность за какого-то человека, либо за круг людей сейчас на первом плане. Либо он как ребенок, и он ответственен за своих родителей, мать, отца, да, и сейчас ему просто необходимо решать их вопросы. Либо у него есть дети, да, тут две карты об этом говорят, и ему необходимо как раз решать вопросы ребенка, вкладывать в него. А что с ребенком тогда, если это ребенок? Давайте посмотрим, что с ребенком может быть. Так, тут смотрите, какие-то прошлые разочарования. Но здесь его любовь, да, его только может спасти эту ситуацию. Его деликатность, его такой, знаете, подход тактический может спасти эту ситуацию. Тут что-то связано очень громко в его сердце, отзывается в чувствах, что-то с чувствами, прошлыми чувствами. Возможно, действительно это ребенок, который был создан в любви, да, но потом два человека друг друга разлюбили. Ну ладно, давайте так глубоко не копать, чтобы... Смотрите, какой-то нервный он у нас попался сегодня. Итак, что же так ты мучишься? А скажи, что тебя может развеселить? Что тебя может развеселить, успокоить,
поднять твое настроение? Что или кто может? Что или кто может тебе поднять настроение? Интересно как. Поездка, может быть, путешествие с женщиной, где он может взять это все под контроль. Либо тут какое-то что-то связано с перемещением, с поездкой, либо с переездом даже, с переездом женщины, либо к женщине, переезд женщины. Тут все равно что-то связано с расстоянием, преодоление расстояния. Его это развеселит. Что ты хочешь? Еще побольше об этом. Что тебя развеселит в этом плане? Что тут ты хочешь сказать? Так, рассказываем. Ситуация, которая сейчас вообще у него назрела, доставляет ему немало проблем. Это то, что вот почему, да, шестерка, ну это мечей, шестерка мечей все-таки поездка, но она не может состоять. Тут вот разрушение все-таки идет. Это то, что сейчас невозможно, абсолютно невозможно. Ему сейчас нужно решать его проблемы, его, то, что его держит. И это его очень сильно беспокоит, разрушает. Разрушает как того самого императора, да, который хочет быть главным в ситуации, в той ситуации, о которой нам говорят. Здесь переезд может быть, либо просто как путешествие. Хорошо, давайте так. Мы смотрим сейчас на вас, дорогая, и хотим узнать, что он чувствует к вам сегодня. Что думает о вас? Давайте посмотрим сначала мысли. Что ты думаешь об этой девушке? Что у тебя в голове? Возникают мысли какие-то? Что в голове? Ну да, мысли возникают. Здесь два старших аркана и рыцарь пентаклей. Мысли о том, что вы скрываете очень много, что вы можете скрывать что-то, что вы далеко от него, да. То есть он думает о девушке и думает о вас. И думает о вас. Кстати, по поводу расстояния по шестерке мечей и расстояния по карте мир, для него это значимо сейчас. Вполне возможно, что аркан королева пентаклей — это та женщина, да, о которой он думает, это вы. Будем сейчас смотреть. Так, что думает о вас? Вы знаете, возможно, он даже понимает, что вы знаете больше, чем говорите. Что вы что-то о нем знаете, что вы очень мудрая, что вы очень красивая, что вы та, которая может, возможно, заменить ему солнышко, да? Солнышко почему? Потому что солнце — это то, что... Здесь не выходит аркан солнца, здесь выходит аркан мир, но это что-то такое, знаете, глобальное, потому что у него сейчас этого солнышка нет. И он понимает, что в его жизни должны произойти какие-то перемены, но связанные с женщиной. И по значимым арканам, выпадающим на вас, вы являете в его голове, да, вот некое такое значимое создание все-таки. Вы для него какая-то стабильность, прочность. Интересная женщина. Но далеко, далеко. Вы можете общаться, возможно, даже через интернет исключительно. Что он думает о вас? Что думаешь? Хотел бы вас завоевать, и все. Больше ничего. Смотрите, императрица на дне колоды. Но как-то вы его зацепили конкретно, потому что подсознание-то его, сознание ему шепчет: да, эта женщина многое значит, многое может значить для тебя. То есть тут, по сути, еще нет осознания полного, да, но какие-то предпосылки к тому, что эта женщина может для меня что-то значит, сознание его уже знает, да, уже говорит. А подсознание говорит: посмотри, ты искал давно императрицу, посмотри на эту женщину, посмотри, какая она. Потому что в сознании раз и закрыто все. Я хочу ее победить, а потом посмотреть, насколько она императрица моя.
Окей, давайте смотреть на чувства. Что чувствуешь к ней? Скажи, о мужчина, что ты к ней чувствуешь? Ну вот, те чувства, которые на поверхности. Чтобы что-то чувствовать, да, нужно что-то сделать еще, да, то есть, возможно, нужна встреча для этого, то есть нужна какая-то работа, нужно что-то, сделать какой-то шаг, потому что какой-то, ну, какой-то цикл, да, я тут вижу. Здесь как ситуация, в которой он эти чувства прячет, и прячет это за своим бездействием, абсолютным бездействием. Почему? Потому что он сам как жертва данной ситуации, да, о которой вот раньше говорил, что у него есть проблема, и начал он с проблемы, он начал с кризиса, с 5 пентаклей. То есть тот кризис его и подвешивает. Сейчас будто за ножку. Что еще чувствуют к вам? Что ты чувствуешь глубоко в сердце? Скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то чувства к ней? Чувство сильнейшего притяжения. Притяжения сексуального. А сердечко ему подсказывает, что посмотри, девушка красивая, девушка достойная, девушка добилась уже многого в жизни. Она тебе подстать. Его так тянет к вам, неимоверно тянет. Вы знаете, даже в мыслях он, думая о вас, красотке такой, думает о том, как он выглядит в ваших красивых глазах. Хотел бы посмотреть в ваши глазки и утонуть. Натворить чего-то такого эдакого, да, потому что, по сути, он сейчас является... Хотел бы в ваших глазах выглядеть как король жезлов. Парень энергичный, парень, который может добиться женщину, да, показать его самого во всей такой красе и сделать некие шаги, да, некое такое вот движение в жизни, в ваших отношениях. А что бы ты хотел сделать? Потому что король жезлов — это парень, который действует, да, что-то делает, и причем действует осознанно. Это не паж, рыцарь, не рыцарь, да, который сразу бегу, рвусь в бой, еще не успел подумать, но уже действует. Этот человек принимает осознанно решение и действует осознанно. Мачо. Хорошо, дорогой мужчина. Есть какие-то намерения по поводу этой девушки? Кубковый рыцарь, звезда. Кубки выходят. Намерение все-таки прочувствовать вас. Намерение все-таки, да, вот в чувствах не выпали кубки практически. И здесь говорят о том, что ему нужно до вас дотянуться. Сначала включить рыцаря кубков, который идет с подарком, идет с каким-то предложением, да, идет с любовью, чтобы узнать эту, есть ли у него любовь к вам, есть ли у вас любовь к нему. Но нужно сначала до вас такой красивой, холодной, далекой звезды дотянуться. Прочувствовать вас ему хочется, чтобы понять, что-то понять для себя. Намерения хорошие. Проявить нежность, подарить вам цветы, посмотреть вам в глаза, увидеть вас, дотронуться до вас. И как ты намерен это все воплощать? Как намерен воплощать все это? Тут же он говорит, что пока еще рано, пока еще не все точечки расставлены над «и» у него в жизни. Пока еще не есть правильным что-то делать, да, потому что и расстояние здесь трижды проигрывалось расстояние, и ограничения его, держащие в его ситуации теперешней, да, о которой он нам раньше сказал, когда мы спросили, как дела у тебя, не позволяют двигаться. Ай-яй-яй. Кто-то написал, я так смеялась, тарологам уже надоело тасовать карты, пока ты приедешь, дорогой. Вот что-то в этом роде. Хорошо. Перетасуем колоду. Все-таки спросим. Сегодня не хочу долго смотреть, потому что увидели основное. Я бы хотела посмотреть действительно эти намерения. Какие еще намерения в сторону этой девушки?
Что ты намереваешься? Как ты намереваешься вообще действовать? Какие намерения на момент сейчас? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Здесь, смотрите, что-то прояснить хочет. И причем прояснять может как-то так хитро. Что ты прояснить хочешь? Но здесь все-таки идет как наблюдатель какой-то. Потому что не решается. Он стоит как в проеме дверном и замечает вас. Да? То есть вы находитесь в комнате. Можете представить такую картину. И, находясь в комнате, вы что-то делаете. Отвернутая спиной, увлеченная своим делом, входит в комнату человек, вы его не замечаете. Вот этот человек — это он. То есть он вошел в этот дверной проем вашей жизни и наблюдает, пока вы его не заметите. Прояснить что-то хочет. Но прояснять будет, вот знаете как, настойчиво включать какие-то свои штучки манипулятора. Не буду говорить плохо или хорошо, все мы манипуляторы по жизни, хорошие или в плохом смысле, да, но в любом случае манипуляция — это все равно это действие, да, то есть когда мы что-то хотим рассказать человеку, мы уже, каждый говорящий внушает, да, то есть, грубо говоря, он тоже манипулятор, не в плохом смысле я пока вижу, но что-то прояснить хотел бы, что-то прояснить хотел бы. А что ты хочешь прояснить? Что ты хочешь прояснить? Что ты хочешь прояснить? Так, смотрите, здесь прояснить по отношению к вам, насколько вы к нему расположены. Потому что сейчас он не видит, не знает. Сейчас он вот в такой позиции. В дверь вошел, в проем двери, да, и стоит вот с мечами, с закрытыми глазами. Круто он смотрит, короче. Он даже не видит, какая вы. Так, уже что-то было такое, да, то есть человек наблюдает, не понимает, кто вы на самом деле, больше не знает вас, чем знает, потому что здесь даже выходила жрица тайная, да, когда он не знает вас толком. Хорошо, все-таки мне интересно, потому что тут даже действие как-то готов действовать только после этого, как только узнает, кто, что вы, как вы к нему относитесь, готов действовать. Интересно. Сейчас посмотрим, насколько положительный герой у нас тут вышел. Что ты скрываешь? Есть что скрывать? Что? Ой, что ты скрываешь? Трансформация пыталась выпасть. Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Так, он скрывает свои чувства к вам. Здесь пентаклевый король. Это он по отношению к вам, интересно? Или он может быть семейный человек? Что такое пентаклевый король у нас здесь? А ну-ка. Глубже посмотрим, девчонки. Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Что ты скрываешь? Да, но часть жизни он своей, конечно, скрывает. Смотрите, здесь выходит семейный человек. Это в прошлом или сейчас? Отношения, которые заканчиваются. Ему больно в этих отношениях. Либо они закончились, тут 8 кубков, да, он идет уже в новое будущее. Он скрывает свою боль. Он скрывает, в принципе, к вам чувства. И то, что он, по сути, надежный человек. Да, он признался здесь, что здесь что-то семейное было. Было семейное. Но там были разбитые чувства. Ему пришлось отказаться, ему пришлось уйти. Пока еще он не может определиться. Здесь карта влюбленные, либо любовники, да, здесь он говорит о том, что не может определиться. Но здесь настолько прекрасная карта, здесь, кстати, выпадает на дне колоды туз пентаклей, говорящий о том, что в любом случае вот эта ситуация принесет вам шанс какой-то, принесет вам подарок в жизни, и негатива не должно быть. Вот негатива не должно быть. Поэтому, девочки, если вы пишете, что там какой-то бывший проявляется, это он, это я его жена. Девчонки, я здесь вижу человека, который идет в сторону женщины, которая еще не знает. Возможно, и в вашу сторону пришел бы человек, который вас не знает, который хочет вам сделать приятное, но вы никак не отпустите что-то старое. Ну, девчонки, прощайтесь со старым уже, потому что здесь человек вот тоже как-то стоит, что-то за прошлое немножко держится на распутье. Вот таких... В какой энергии мы, в такой энергии человека привлечем. Если вы в энергии негатива, постоянного мучения, измучивания своего сердечка по поводу прошлого, то такой человек где-то вот и может встретиться и с проблемами, и с тараканами.
вот, то здесь интересный человек тем, что, по сути, он еще не определился, да, но определяться, если будет определяться, то определяться будет очень и очень стабильно. Очень и очень стабильно. По восьмерке кубков я здесь могу предположить, что человек уходит, да, либо расстается сейчас, либо какой-то процесс у него идет. Но это сейчас. Это сейчас. То есть есть еще все-таки что-то, что его держит. Вы будете вместе с этим человеком? Угу. А что тут девятка мечей делает? Так, здесь говорят, смотрите, будете, но не сразу. Сначала будет ситуация, когда вам нужно проявить стойкость вашего характера, стойкость, да, почему тут же тройка мечей выходит все-таки? Все-таки здесь треугольник. Все-таки еще в жизни человека есть что-то нерешенное, которое он держит за своими плечами. Были иллюзии, от которых нужно будет избавляться. Здесь должна быть пройти в отношениях сумасшедшая трансформация. Расклад, возможно, не для всех. Если у вас все легко в отношениях, все так просто проходит, вам уже предложили скоро вот руку и сердце, это супер, это классно, вы достигли того, да, то есть какие-то прошлые расклады, это были для вас, возможно, да, там, где все так гладко, все красиво. Но здесь два человека идут через тернии к своим звездам, к десяточке пентаклей. Потому что десятка пентаклей здесь может все-таки перекликаться с его прошлыми отношениями, с вашими какими-то еще прошлыми связями, да, когда вы еще не свободны еще от прошлого. Потому что здесь какие-то иллюзии присутствуют по поводу того, что два человека могут быть вместе Боже, чуть не сказала такое слово, не очень правильно на ютубе, в нехорошем треугольнике, да. В треугольнике, даже четырехугольнике, да, вы можете быть не свободны, он не свободный, да, то есть это и есть то, что вам мешает. Для кого-то это будет вообще как личный расклад, девочки и мужчины, потому что только после этого сможет произойти трансформация в отношениях, после того, когда вот это спадет, да, помните, вот девятка жезлов, она говорит о том, что это то, зачем вы прячетесь. Вы прячетесь за какой-то стеной, за стеной стабильности. Вы там стоите, да, у вас там, например, есть своя стабильность, я не знаю, семья, муж, что там еще, мама, с мамой живете, еще там что-то, и вы не можете из-под крыла этой стабильности выйти. И у него своя стабильность где-то в таких же рамках. То есть каждый за своей стеной стоит, каждый свою оградку выставил и думает, что вот так можно построить отношения. Нифига подобного. Только после смерти. Только после смерти. После смерти, не после того, не после вашей, не после его, после смерти. Карты смерти вообще бояться не нужно, вы это давно знаете, это шикарная карта, которая говорит, что когда уходит все ненужное, приходит солнце, и вы видите эти ворота, что можно пройти в них только чистым, очищенным, только очищенным. Вот это очищение сейчас и происходит. Это будет, это происходит. Если получится пройти эту чистку, когда вы отказываетесь от своей мнимой такой, знаете, стабильности, и он отказывается от своей мнимой стабильности, вот тогда два человека сойдутся вместе и увидят свое солнышко общее. Здесь вполне возможно, здесь выпадал, еще и король кубков говорит о том, что это любовь. Выпадал, помните, туз на подсознание? Туз пентаклей, говорящий о том, что здесь будет шанс этим отношениям, но только тогда, когда будет трансформация, когда уйдут четырехугольники, треугольники, все эти проблемы уйдут, здесь будет шанс построить эти отношения. Вам что делать? Вы же не можете отвечать, как будет он трансформироваться. Вам нужно делать это в своем мире, и только тогда это будет происходить в мире того человека, который вам нужен по судьбе. Что вам делать в вашем мире? Помните, что ваш мир вас оберегает. Вот эти, да, обычные простые медитации, которые говорят, что мир вас, мой мир меня бережет. Боже, это так мудрые слова. А почему бы и нет? Все гениально, оно очень просто, очень простое. Поэтому мои расклады, они не очень заумные, я надеюсь, да, девочки, они очень простые и доходчивые.
Я не про гениальность свою, ни в коем случае, это вам судить, наверное. Я про то, что очень просто хочу донести вам, что все просто в этом мире. Абсолютно просто. Не надо ничего усложнять этими девятками жезлов, когда мы выстраиваем какие-то, ну, в негативном, да, варианте, если мы прячемся за девяткой жезлов. Не то, что мы не пускаем нехороших людей в свое пространство, а прячемся за этим, то тогда, ну, если прячетесь, тогда все и будет на таком уровне. Что вам делать, девочки мои хорошие? Посмотрим, что вам делать. Что вам делать? Мужчину, смотрите, я так всегда говорю, что делать. Наверное, все-таки неправильно вам так говорить. Как, смотрите, если вы сделаете так, например, да, если вы поступите вот правильно, да, то есть один из правильных вариантов, но, опять же, почему я не говорю, что это прям берите за константу, делать так или не делать так. Нет, это ваше решение. Вы должны спокойно воспринимать, осознанно, да, третий глаз какой-то у вас уже, наверное, открылся, ну, просматривая расклады других тарологов, меня и как-то, может, изучая эту тему подробнее, то вам говорят, что в любом случае вы здесь получаете только подсказки. Только подсказки. Итак, смотрите, если мужчина еще в треугольнике, конечно же, тут говорят, что вы имеете право как-то поступить правильно и оттолкнуть его. Но это ваше дело, правда, мои дорогие? Это совет высших сил. Совет тех сил, которые желают, естественно, только хорошего, самого лучшего, чтобы проигрывалось в ваших жизнях, чтобы вы чувствовали счастье, чтобы во Вселенную давали именно энергии радости, энергии счастья. Потому что только тогда человек может 100% дарить любовь, когда он идет к вам без привязок к прошлому. Привязок к прошлому именно. Понимаете как? Когда есть то, что там не доделано, не разведено, а есть то, что его постоянно тянет, и он смотрит туда, а к вам повернут спиной, и идет к вам спиной, как-то так, да, что-то за такое странное существо, то, по сути, семерочка жезлов говорит о том, что, ну, присмотритесь, если вам не понравится именно такая позиция, конечно, лучше оттолкнуть, и только тогда человек может трансформацию проходить вместе с вами. Но прежде вам-то нужно решить со своей жизнью, прежде вам нужно решить, нужна ли вам такая мнимая стабильность, в которой вы находитесь. Помните, что, решая ситуацию в вашем мире, этот мир отзеркаливается и дает вам точно такую же ситуацию в хорошем смысле, да, то есть и человек придет тоже такой же чистый. Так, будьте спокойны, будьте уравновешены, и все должно получиться. И не спрашивайте меня в комментарии, отталкивать его там или не отталкивать. Это ваше личное дело, мои дорогие. Здесь совет карт. Ой, не карт, я не люблю говорить, потому что карты — это все равно инструмент. Они не могут ничего советовать. Они нейтральны. Высшие силы вам как-то что-то подсказывают. Пытаются прорваться через этот инструмент, через карты. Услышите — хорошо. Не услышите — можете... Услышите когда-нибудь. В любом случае услышите. А вот как-то так. Я вижу, что меня остановили, и я думаю, что, значит, тут все было сказано для того, чтобы вы сделали какой-то шаг сейчас для себя, решили какой-то вопрос. Вот так. Здесь вполне с этим человеком я вижу только позитивный вариант. Можно построить хорошие, шикарные отношения. Если правильно относиться прежде всего к своей вам жизни. Итак, мои хорошие, с вами была ваша Юлия. Буду заканчивать. Всего доброго. Пока-пока.